Шалом, друзья! Сегодня я вас познакомлю с молодым и перспективным бойцом ММА из Израиля. Он чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу среди юниоров. Когда-то занимался с бывшим тренером Конора Макгрегора и дрался в одной из топовых лиг мира Беллатри. Его профессиональный рекорд 7-0. Место проведения боев сейчас – Лига РСС. На старте Шимон Смотрицкий. שלום לכולם, קוראים לי שמעון סמוטריצקי, אני לוחם MMA בלתי מנוצח עם 7 ניצחונות ללא הפסדים. Шимон, расскажи о себе, сколько тебе лет, где ты вырос, в какой стране, потому что я знаю, что ты живешь на 2 страны сейчас. Каким ты был в детстве, кто твои родители? Родился и вырос в Израиле. Приезжаю периодически в Россию на сборы, на лагере перед боями. Ну, я там родился, вырос, пошел там в садик, потом там в школу, все мои друзья, семья у меня все там. Так что Израиль моя родина. Ну, вся моя семейная история это с Россией. Вот, так что можно сказать, что Россия это моя вторая родина. И после Израиля я чувствую, что Россия это реально вторая страна, которая, ну как сказать, она ближе до меня всего. Ну, тебя зовут на самом деле Семен. Твое имя по паспорту Семен или нет? Не, в принципе, я родился, и меня назвали Семен. И до сих пор моя семья и круг моих друзей меня называют Семен. Ну, потому что я родился в Израиле, так меня переименовали на израильское имя, на еврейское Шимон. Вот, потому что там нету такого имя Семен. Вот. В принципе, по паспорту Шимон, а так семья и друзья Семен. Ну и каково это жить на 2 страны? Ездить туда-сюда, тем более сейчас, в период пандемии, перелеты, границы, это все посложнее. Да, намного сложнее сейчас туда прилетать. Но, в принципе, как сказать, это всегда тяжело быть далеко от семьи, от друзей и от комфорта, потому что здесь все равно, как бы у меня нет родственников, я здесь один. Ну, как-то команда, там, друзья помогают это переносить, вот это, как сказать, одиночество там. Потому что все равно там, особенно в период подготовки, значит, есть сложные моменты, где там жесткая диета, там, по 2-3 тренировки в день. И как-то самому одному очень тяжело это переносится. Ну, в принципе, я знаю, у меня есть цель, я к ней иду, из-за этого как бы я всегда остаюсь фокусирован. Я начал с джиу-джитсу, да, бразильского джиу-джитсу, я очень много по нему выступал, где-то до 14 лет. Потом просто, я когда выступал, у меня всегда было очень много агрессии. Я любил как бы бороться, там, и толкаться, и бодаться. И мой тренер по ММА, там, где он был моим тренером по джиу-джитсу, мне сказал, что мне надо попробовать как-то ММА. И вот, я пошел один раз ради интереса, я даже стойкой не занимался, ну, ударкой. И, пошел на ММА, и там просто всех завалил, и за счет моего джиу-джитсу всех выиграл. И я просто, там дрался, и весь был в эмоциях, и, всегда был очень агрессивный мальчик, как бы, я имею в виду, в соревнованиях. Вот, и как-то все пошло на то, что у меня тренер по ММА, мой первый тренер в профиках, меня туда затянул и начал ходить, заниматься. Шимон, расскажи мне про своего тренера, кто он? Мой тренер Геннадий Симонов является мастером спорта по боксу, по боевому самбо и по рукопашному бою. Вот, он меня готовит, в принципе, к боям в плане ударки и ММА. Так что я с ним начал работать в прошлом году и, в принципе, очень доволен. Он меня очень сильно поднял уровень моей ударки, вот уровень бокса в основном. Так что я рад результату. В принципе, продолжу с ним работать. Продолжим. Скоро будем делать нокауты в боях. А расскажи, какие качества ты в нем ценишь? Качество. Ну, в принципе, как человек, у нас с ним очень хорошие отношения. И как тренер я очень доволен ему. Потому что очень разнообразная работа. И мне очень нравится именно в плане, как он тренирует. Так.
относитесь к нему как к человеку и какие качества вы в нем цените? Ну, как к человеку я к нему отношусь положительно, иначе бы, наверное, мы бы не работали с ним. А из его положительных качеств, наверное, первоочередно его трудолюбие, его быстрое восприятие нового в тренировочном процессе. То есть можно сказать, что он ударную технику не так давно начал ставить. Он все равно базовый борец, и он растет прям очень колоссально быстро. Какие перспективы вы в нем видите дальше, в будущем? Ну, сейчас надо конкретно, наверное, не смотреть вперед, подраться в ближайший бой, то есть посмотреть, что из этого выйдет, что новое, на что мы отработали, что у него получается в бою, потому что все равно тренировка – это одно, а соревновательный процесс – это совсем другое, там чуть-чуть другая психология. Первый бой в профессионалах была вообще забавная история. Там мой тренер, у нас вообще в Израиле тогда не было ММА. И мой тренер, короче, мне звонит, говорит: слушай, есть там бой, как бы там соревнования по бои без правила, еще 2 недели, хочешь выступить? Я говорю: это то, что ММА, то, что мы в зале занимаемся? Он говорит: да. Я говорю: ну давай, погнали, почему бы и нет. Мне тогда только исполнилось 16 лет, и я там дрался против пацана 20-летнего. Я помню, что я когда зашел в арену, я видел предыдущий бой, я вижу там все с маленькими перчатками, и там бьют локтями и коленами. Я думал: блин, Азохновый, куда я попал, нафиг мне это надо. Ну, как бы я вышел, и потому что я так сильно перенервничал, я просто его сразу ему сделал проход в ноги, там залез в маунт и вот вышел, выиграл добиванием в первом раунде. Но я помню, что я так устал после этого, и, блин, я еще в машине по дороге домой заснул. Ну, очень сильно нервничал. Ну, в принципе, так это началось, знаешь, где-то до моего 3-го боя мы вообще не осознавали, что такое профессиональное ММА. Просто говорили: есть еще неделю где-то какое-то соревнование, там турнир, и все, хочешь выступить? Я всегда говорил: да. Скажи, кто тебя заметил и пригласил в Лигу Беллатор? Я реально думаю, что я начал как бы относиться к моей карьере профессионально, когда Беллатор приехал первый раз в Израиль. Реально я видел какой там уровень, и я поехал первый раз на сборы в Ирландию. У нас были отборочные такие спарринги на, как сказать, на бои в андеркарде в Беллатор. И просто меня знали, что я как бы выиграл всех там ребят в моем весе в Израиле. Вот меня туда позвали и сказали: как бы будешь драться с этим? Там был парень, он на данный момент был первый как бы номер в Израиле в моем весе. Я сказал: да, конечно. Мне было 18 лет только исполнилось. Ему было 24 или 25, по-моему. Вот, я помню, что как бы я очень тоже волновался перед ним, потому что как бы я рос, и я видел его бои еще в 15-16 лет, и вдруг мне с ним надо как бы сразиться. И я помню, что я сразу как бы искал, куда полететь, и поехал на сборы на 3 или 4 месяца в Ирландию. Там хорошо подготовился и, в принципе, поверил в себя. И после очень тяжелого боя я его выиграл. Как бы в плане ММА они очень грамотно относились к тренировкам. Мне вообще все очень нравилось, как тренер Конора тренировал. Он всегда как бы, и как он был у меня в углу, он всегда хранил спокойствие, знаешь, все очень профессионально, все контролировал как бы без никаких личных эмоций. И просто он много не разговаривал, но он знал, какую фразу сказать, знаешь, в правильный момент, чтобы меня успокоить и чтобы меня направить, чтобы я именно делал все правильно. Как бы именно там в плане тактики, стратегии все очень хорошо выстраивал, и мне нравилось тренироваться под ним. Я должен был подраться в Беллаторе в сентябре 2020 года, и мне на последний момент отменили бой. Он должен был быть в Италии, в Милано. И мне его отменили из-за визы, потому что тогда не пускали с израильским паспортом в Италию. И как бы я не знал, что делать. Я просил боя, у меня был большой простой. И как бы я им говорил: дайте бой. Они говорят: только в следующем году. Я сказал: ладно, тогда дайте мне хотя бы шанс подраться в другом месте. Ну, я не хочу стоять на месте, хочу развиваться. И тогда мне предложили бой в RTC. И Беллатор дал добро. И все, и, в принципе, я здесь подрался. Мне очень понравилось. Вроде бы как бы в чужой стране, да, но я чувствовал себя дома.
Все мои друзья здесь, все мои там знакомые, все за меня болели, и я прям чувствовал эту поддержку. Как говорится, сделал шаг назад для разгона. Следующий контракт, который мне предложили с Беллатором, он у меня просто, первый контракт закончился по сроку, и следующий контракт просто меня тормозит в продвижении к моей цели. И моя цель изначально это быть чемпионом мира в UFC, и я намерен ее достичь. Так что, дай бог, я хочу провести еще там несколько боев и туда подписать. И, в принципе, у меня все есть для этого. Я молодой, я сейчас в самом рассвете, так что еще 3 победы. И я уверен, что я или там подпишу, или уже буду очень близко к этому. Моя мечта стать чемпионом UFC. Ну и последнее про планы. Твои планы давай на 21 год. Что собираешься делать? На 21 год я собираюсь выиграть еще 2 или 3 боя в RCC и потом уже выйти за океаном и там выигрывать, подписаться где-нибудь или сразу в UFC, или где-нибудь в Европе и там провести еще пару боев потом. Ну а вообще глобально в твоей жизни какая цель или, можно сказать, мечта, к которой ты идешь? Ну, это и есть моя цель. Первое, сначала подписать UFC, потом топ-10, потом пояс. И я к ней иду. И я реально верю, что до 23 года я уже подпишу UFC. И это будет, это точно.